Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание сакральным местам в нашем доме. Это не просто места в доме, это те места, которые помогают нам восстановиться, если мы себя чувствуем плохо, а также могут исполнить наши желания. И вы будете удивлены, что это за такое место в нашем доме. Но напоминаем заранее о том, что такие места обязательно нужно время от времени чистить, для того, чтобы они несли вам позитив в вашей жизни. И, друзья, прямо сейчас поставьте лайк этому видео, обязательно подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, у нас много полезной, важной и нужной информации. И этим видео поделитесь с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Итак, не будем далеко ходить, и у нас то место, которое может нам помочь восстановить наше здоровье, исполнить наши желания, да и не только, это угол. Угол – это геометрическая фигура и уникальность, которая проявляется во многих областях и сферах жизнедеятельности человека. В строительстве, астрологии, парапсихологии, в быту. И в этой геометрической фигуре одновременно заключены силы гармонии и дисгармонии, баланса и дисбаланса. Еще древние славяне знали о свойстве углов и использовали именно это знание при строительстве своего дома. Углы дома по определению считаются средоточием негативной энергии, но в каждой славянской избе был угол, который устранял это влияние, так называемый красный угол. Он имеет много различных названий. Возможно, вы слышали большой угол, святой, божий или попередний угол. И он располагался, как правило, красный угол в южной или в юго-восточной части избы. В него помещали иконы, и он являлся непременным местом действия различных ритуалов. Так, например, во время закладки строительства дома наши предки пользовались обрядом, направленным на то, чтобы в доме всегда был достаток, тепло и святость. Для этого под красный угол нужно было положить предметы, которые символизировали эти явления. Это могли быть монетки, шерсть и ладан. Интересный факт связан с красным углом и наказанием детей. Существует две версии, для чего детей ставят в угол. Согласно одной из них, когда ребенок хулиганит, не слушается, плохо себя ведет, он испытывает достаточно большой избыток энергии. И самое распространенное наказание, которое использовали наши бабушки и дедушки, это поставить в угол маленького ребенка. Проходит время, и человечек наш успокаивается. Угол высасывает избытки энергии. По другой версии, ребенка ставили не для того, чтобы угол избавил малыша от избытка энергии, а для того, чтобы на ребенка снизошли святость и успокоение. И вы знаете, в некоторых учениях есть понятие угол силы, которая располагается в каждой комнате. И считается, что это самый дальний угол, расположенный по диагонали от входной двери. Для того, чтобы угол силы исполнил ваше заветное желание, разместите в нем нужный символ. Например, для привлечения денег вы можете повесить туда картинку с изображением, например, купюр, или даже как вариант вы можете поставить копилку. Если мы говорим о любви, то для привлечения любви лучше работают парные предметы. Например, 2 подушки, 2 птички, 2 конфеты. А если вам нужно привлечь конкретный предмет, например, машину, то вы там можете повесить изображение той машины, которую действительно вы мечтаете и желаете. Обратите внимание, привлекать можно что-то только одно. Нельзя сразу в такой угол повесить или расставить сразу все свои хотелки. И вы знаете, угол влияет достаточно сильно на человека. Поэтому
не рекомендуется размещать в углах письменные столы, кровати и диваны. Считается, что в маленьких комнатах в углах гораздо быстрее скапливается отрицательная энергия, чем в больших помещениях. Поэтому рекомендуется как можно чаще делать энергетическую чистку комнаты и дома в целом. Особое внимание всегда уделяйте углам в доме, когда вы убираете. Старайтесь хорошо промыть, желательно еще и соль. Кроме того, все, наверное, помнят практику о том, чтобы разместить щепотку соли в углах вашего дома. Это не просто так, то есть всему есть свое объяснение. Также угол в вашем доме может быть и домашним лекарем. Например, если вы плохо себя чувствуете, у вас упадок жизненных сил и энергии у вас нет или у вас плохое настроение, тогда встаньте в угол, и он избавит вас от всей накопившейся негативной энергии. Только не забудьте потом обязательно полечить своего домашнего лекаря. Проведите любую чистку дома. Обязательно это нужно делать, потому что все-таки в углах у нас застаивается энергия, потому что мы с вами не проходим через углы и не ходим по периметру нашей комнаты, как правило. То есть у нас, у каждого с вами есть человека, есть место, да, мы прошли, там присели, там попили чай, кофе, но мы не ходим по периметрам наших углов. Мало кто знает, но в древности на угол стола всегда садился хозяин дома для того, чтобы подпитаться энергией, так как именно внешние углы стола считались средоточием энергии. А вот молодым девушкам на выданье категорически запрещалось садиться на угол, чтобы от полученного переизбытка энергии они раньше времени не загуляли. Так что любой, даже самый негативный угол вы можете сделать как своим помощником, так и своим союзником. И также вы с помощью угла в своем доме можете привлекать и богатство, изобилие и достаток в свой дом. Как это сделать? Для того, чтобы привлечь в дом богатство, нужно класть везде в доме по углам монеты. Монеты мы кладем именно золотые. Это может быть одна монетка, это может быть 3 монетки на ваше усмотрение. Но если вы в каждом углу кладете по одной монетке, то значит всем углам должно быть поровну. И через месяц вы эти монетки меняете, делаете генеральную уборочку, моете и выкладываете. При этом, когда вы будете класть монетки в доме по углам, обязательно скажите следующие слова: «Пусть прибудет богатство в этом доме». Друзья, вот такие вот сегодня советы и рекомендации хотели вам дать. Мы надеемся, вы используете эти знания себе во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы услышимся с вами в следующем видео.